Канал Валерия Табакова представляет «Антисоник. Сила сознания для изменения реальности и освобождения Вячеслава Зинченко». Здравствуйте, дорогие друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Я рад приветствовать вас на своем YouTube-канале. И сегодня мы с вами отправимся в захватывающее путешествие в мир сознания, сновидений, их способности менять реальность. Это видео посвящено уникальной новой идее, которая может преобразить нашу с вами жизнь, и конкретной миссии поддержки Вячеслава Зинченко, 18-летнего парня из Днепра, обвиненного в убийстве Ирины Фарион. Мы верим в его невиновность и хотим помочь добиться оправдательного приговора в суде первой инстанции, используя новаторский инструмент. Называется он антисонник. Это путешествие будет вдохновляющим, и я приглашаю вас пройти его вместе, чтобы почувствовать, как наши мысли, образы и вера могут стать силой для справедливости. Давайте начнем с сути антисонника и его отличия от традиционного сонника. Представьте, что сознание – это художник, а реальность – холст, на котором мы рисуем свою жизнь. Сны – это эскизы, которые наше подсознание создает, тестируя возможные сценарии. Обычный сонник работает так. Вы видите сон, например, муравьев или голубя, затем обращаетесь к соннику, Миллера, Ванги, Фрейда или другого, чтобы разгадать значение этого сна. Скажем, вы увидели муравьев во сне, а муравьи в соннике Миллера могут означать хлопоты. Или голубя, например. А голубь в соннике Ванги означает добрые вести. Вы верите, что эта разгадка предсказывает вашу будущую реальность и ждете, как она проявится. Но это пассивный процесс. Вы наблюдаете сон и надеетесь, что его толкование сбудется. Антисонник же предлагает совершенно новый подход, обладающий научной новизной в философии, психологии и нейробиологии. Вместо того, чтобы ждать, пока сны предскажут будущее, мы берем символы, знакомые из традиционных сонников, и используем их для визуализации или созерцания, чтобы сознательно сформировать желаемую реальность. Например, если муравьи в обычном соннике это хлопоты, в антисонником они становятся символом богатства, которое мы визуализируем, чтобы привлечь его, особенно если в лапках у этих муравьев золотые песчинки. Антисонник – это как писать новую главу своей жизни, где вы сами выбираете образы для своего холста. Это активный творческий процесс, превращающий сны из зеркала реальности в инструмент ее созидания.
Чтобы показать, как работает антисонник, я разработал пример для традиционных целей, которые близки каждому. Есть для этого таблица антисонника, демонстрирующая, как использовать символы для достижения желаемого. Например, в соннике мы видим, что муравьи, несущие золотые крупинки, предсказывают финансовое благополучие. Так вот, антисонник говорит, для того, чтобы достичь финансового благополучия, нужно использовать символ для визуализации, конкретный символ, а именно муравьев, несущих золотые крупинки. Инструкция простая. Представьте колонию муравьев, которые трудолюбиво собирают мелкие золотые частицы, складывая их в сияющую кучу. Это символизирует накопление богатства через упорство. Визуализируйте этот образ, как минимум 20 секунд, а у кого есть желание и возможность, до 5 или 10 минут ежедневно, представляя, как этот образ превращается в богатство, собирающееся в вашей жизни. Следующий образ, или вернее, следующая цель. Цель, например, любовь и гармоничные отношения. Образ для визуализации, которая поможет достичь этой цели, это 2 переплетенных дерева. Вы воображаете 2 могучих дерева, чьи ветви и корни переплетаются, образуя единое целое под мягким лунным светом. Это символ единства и глубокой связи. Созерцайте этот образ перед сном, представляя тепло и гармонию в отношениях. Третья цель – карьерный успех. Образ для созерцания – лестница, ведущая к звездам. Вы визуализируете сияющую лестницу или созерцаете ее на картинке. И эта лестница поднимается в ночное небо, где каждая ступень приближает вас к звездам. Это символ прогресса и достижения целей. Представляете, как вы уверенно поднимаетесь по этой лестнице, или изобразите себя поднимающимся на этой лестнице и ощущайте успех. Четвертая цель – здоровье и энергия. Образ для этой цели – река, текущая через лес. Вообразите чистую, искрящуюся реку, которая течет через зеленый лес, питая все вокруг. Это символ жизненной силы и обновления. Визуализируйте, как вы в этой реке, чувствуя, как энергия наполняет ваше тело. И пятый – внутренний покой. Пятая цель. Образ – белый лотос на спокойной воде. Вы представляете одинокий белый лотос, плавающий на зеркальной поверхности озера, окруженного тишиной. Это символ умиротворения и баланса. Медитируйте на этот образ, дыша глубоко и представляя, как покой распространяется внутри вас. Времени много не нужно. Минимум 20 секунд. Хотите – больше. Эти образы вдохновлены традиционными сонниками, но они переосмыслены для активного созидания, а не для интерпретации увиденного во сне. Например, в соннике Миллера муравьи связаны с трудом, у Ванги – с процветанием. В антисоннике они становятся символом богатства, особенно если несут в лапках золотые крупинки.
Это, друзья, инверсия символов. Ключ к научной новизне антисонника. В философии он опирается на идеализм Беркли и Шопенгауэра, где сознание формирует реальность, а также на квантовую физику, где наблюдатель влияет на события. В психологии он использует визуализацию, как в когнитивно-поведенческой терапии, меняющей убеждения и поведение. В нейробиологии повторяющиеся образы укрепляют нейронные связи, как показывают исследования нейропластичности, делая нас восприимчивыми к возможностям. Антисонник – это креативный инструмент, работающий с архетипами Юнга, как в сказке, где образы несут скрытую силу. Конечно, он требует конкретизации и персонализации, и мы сделаем это для дела Вячеслава Зинченко. Символы субъективны, поэтому персонализация возможна и необходима, а эффективность мы проверим через практику. Это не волшебство, это процесс, требующий веры и регулярности, и основанный на научном подходе. Теперь о деле Вячеслава Зинченко. Вячеслав – 18-летний парень из Днепра, сын военного, задержанный 25 июля 2024 года по подозрению в убийстве Ирины Фарион, совершенном 19 июля во Львове. Фарион была известна своей борьбой за украинский язык, и ее убийство вызвало резонанс. Обвинение утверждает, что мотив – национальная нетерпимость, грозящая пожизненным заключением. Защита оспаривает доказательства, включая портретную экспертизу, и настаивает на невиновности Зинченко. Суд идет в Шевченковском районном суде Львова, арест продлен до августа 2025 года. Мы верим в правду и хотим поддержать Вячеслава, его семью и группу поддержки, направив энергию нашего сознания на оправдательный приговор через антисонник. Для этого я с помощью обычного сонника и инструментов искусственного интеллекта разработал 5 символов, адаптированных для матери, отца, группы поддержки и всех желающих помочь. Эти образы связаны с традиционными сонниками, но переосмыслены, чтобы стать генераторами желаемой реальности, свободы Вячеслава. Первый образ для его матери. Белый голубь, взлетающий над открытой клеткой. Голубь – символ свободы и мира. Клетка – открытая, освобождение от несправедливости, отражающее материнскую надежду. В соннике Миллера голубь означает семейное счастье. У Ванги – божественную весть. В исламском соннике – благословение. У Фрейда – гармонию. У Лофа – личную надежду. У Нострадамуса – разрешение трудностей. У Цветкова – добрые вести. В эзотерическом – энергию свободы. Маме Вячеслава можно предложить каждое утро визуализировать или созерцать голубя, вылетающего из клетки на фоне ясного неба, представляя, как он несет весть о свободе сына, и момент, когда Вячеслав обнимает ее дома. Практиковать от 20 секунд до 15 минут, сосредоточившись на радости воссоединения, и можно повесить изображение голубя у себя дома. Второй образ для отца.
могучий дуб, выдерживающий бурю. Дуб символизирует силу и стойкость, а буря – испытание, которое отец переживает как военный. В соннике Миллера дуб – долговечность, у Ванги – защита, в исламском – устойчивость, у Фрейда – уверенность, у Лофа – непобедимость, у Нострадамуса – победа над невзгодами, у Цветкова – защита, в эзотерическом – энергия стойкости. Папе я могу порекомендовать вечером визуализировать или созерцать изображение дуба, стоящего в бурю, представляя, как он защищает сына, и момент, когда судья объявляет оправдательный приговор. Практиковать от 20 секунд до 15 минут с фокусом на уверенность, используя эскиз или фото дуба. Третий образ для группы поддержки. Это мост через бурную реку. Мост – переход к свободе. Река – судебное испытание, объединяющее группу. В соннике Миллера – преодоление препятствий. У Ванги – новая фаза. В исламском – путь к спасению. У Фрейда – разрешение конфликтов. У Лофа – решение проблем. У Нострадамуса – преодоление трудностей. У Цветкова – успех. В эзотерическом – энергия периода. Собирайтесь вместе, лично или онлайн, и визуализируйте, как вы ведете Вячеслава по мосту через реку к свободе, где ждет оправдание. Практиковать от 20 секунд до 15 минут синхронно, например, по воскресеньям в 20:00. И используйте рисунок моста. Четвертый образ – универсальный. Золотой ключ, открывающий врата. Ключ – решение и свобода. Врата – выход из суда с победой. В соннике Миллера ключ решения проблем. У Ванги – божественный путь. В исламском – благословение. У Фрейда – возможности. У Лофа – разрешение. У Нострадамуса – успех. У Цветкова – разрешение ситуации. В эзотерическом – энергия открытия. Визуализируйте, как вы открываете врата суда золотым ключом, и Вячеслав выходит свободным. Практикуйте от 20 секунд до 15 минут утром или вечером, сосредоточившись на победе. Найдите кулон или сделайте рисунок ключа. Пятый образ для всех. Солнечный луч, пробивающий темные тучи. Луч – истина и надежда. Тучи – несправедливость. В соннике Миллера солнце – радость. У Ванги – божественная правда. В исламском – истина. У Фрейда – гармония. У Лофа – надежда. У Нострадамуса – победа света. У Цветкова – разрешение проблем, в эзотерическом – просветление. Представляйте, как луч пробивает тучи и освещает суд, где Вячеслав оправдан. Практиковать от 20 секунд до 15 минут ежедневно, сосредоточившись на истине, созерцая закат или картину солнца. Как сделать антисонник эффективным? Визуализация работает через несколько механизмов. Психологически она меняет убеждения, как в НЛП, влияя на действие. Нейробиологически повторяющиеся образы укрепляют нейронные связи, открывая новые возможности. Метафизически сознание может влиять на вероятности событий, как в квантовой физике. Создайте ритуал, выберите время и тихое место, сделайте 5 глубоких вдохов, визуализируйте символ ярко, добавляя эмоции радости и уверенности. Практикуйте
от 20 секунд до 15 минут ежедневно. Используйте искусство, нарисуйте символы или найдите их изображение. Повесьте дома, организуйте выставку для группы поддержки. Проводите коллективные визуализации, например, моста, синхронно по воскресеньям, делясь в соцсетях с хэштегом «Решетка свободу Зинченко». Ведите дневник, записывая визуализации и изменения, новости о деле, новые надежды. Технологии, такие как приложения или VR, могут усилить эффект, но достаточно простого созерцания картины или талисмана. Давайте проведем эксперимент. Визуализируйте один символ 21 день, ведите дневник, отмечая изменения в восприятии или новостях о деле. И поделитесь результатами в комментариях. Дело Вячеслава – борьба за правду. Защита оспаривает доказательства. И наша визуализация поддерживает этот процесс. Коллективная энергия, когда сотни людей представляют один символ, создает мощную волну. Антисонник уникален, потому что превращает пассивное толкование снов в активное созидание реальности, используя знакомые символы для новой цели. Возвращаясь к общей идее антисонника, напомню, это инструмент, чтобы стать творцами своей реальности. В отличие от обычного сонника, где вы видите сон, разгадываете его и верите в предсказания, антисонник использует образы снов для визуализации желаемого будущего. Это новая идея, обладающая научной новизной, объединяющая философию, психологию и нейробиологию. Вспомните нашу табличку для финансового благополучия. Визуализируйте муравьев, несущих золотые крупинки, представляя богатство. Для любви два переплетенных дерева, чувствуя гармонию. Для карьерного успеха лестницу к звездам, ощущая прогресс. Для здоровья реку в лесу, наполняющую энергией. Для внутреннего покоя лотос на воде, дарящий умиротворение. Сегодня мы применили тот же принцип для Вячеслава, создав символы, чтобы направить нашу веру на его свободу. Начните визуализировать сегодня голубя, дуб, мост, ключ или солнце, пробивающееся через тучи. Поделитесь видео, пишите в комментариях, какой образ вы выбрали. Создавайте рисунки и делитесь с хэштегом «Свободу Зинченко». Спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь, ставьте лайк и присоединяйтесь к нашей миссии. Давайте станем творцами справедливой реальности. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!